Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы опять приехали в город Богота, что в Колумбии. И сегодня покажем отель, в котором мы остановились, а также достопримечательности этого города. Вот такая многолюдная улица, на которой мы сейчас проживаем. Здесь находится наш отель, который называется Lancaster Hotel. Здесь есть еще бистро 106, он также относится к нашему отелю. Красивая вывеска, изящная, элегантная. Пройдем внутрь нашего отеля. Сразу же нас встречают на ресепшене. Здесь такие стульчики для ожидания на красивом фоне листочков, на котором мы здоровались с вами. Здесь сервис клиентов, если вы хотите заказать какие-то дополнительные услуги, типа спа, ужина, ланча. Здесь диванчик. Тоже можно ожидать пока такси или пока зарегистрируют. Что еще приятно, то что всегда можно прийти на ресепшн и попробовать напиточек из апельсинов, мяты. Он ежедневно здесь есть, его постоянно готовят. Вот здесь вот написано режим работы ресторана, бара и спа. Отель большой, очень много комнат, выполнен очень красиво. И еще он сделан в стиле Великого Гэтсби. Вы же помните, да, это произведение, что владелец дома любил устраивать красивые вечеринки. Поэтому и ресторан здесь тоже называется Гэтсби ресторан. Здесь у нас будет завтрак. Здесь находится бар и своеобразная комната отдыха. Очень много фотографий старых актрисы, точнее различных актрис. Сначала видела Грету Гарбо, а потом увидела и других. Здесь красивый бар с приятной музыкой. Также я знаю, что в отеле проходят различные местные конференции, вот в этом зале. Здесь библиотека, камин. Можно посидеть, почитать книгу в тишине или просто поработать. Также есть покерный стол и бильярд. Здесь тоже много разных столиков, сейчас играют. Не буду мешать играющим. Постоянно здесь находятся люди, поэтому тяжело немножко снимать. Еще из-за условий пандемии сейчас вызываю лифт, чтобы показать вам нашу комнату. Сразу же на каждом этаже вас встречает красивая картина. Цифры тоже в стиле Великого Гэтсби, которые были в его доме. Как принято в колумбийских отелях, стеклянная крыша, красивые балкончики, еще картины. Светильники, все в стиле. И еще каждая комната называется различными городами. У нас Винчестер. Проходим в нашу комнату. Сразу же нас встречает гостиной и очень приятный запах. Здесь интересная такая душка цветочная. Большой письменный стол с лампой. Видите, вот первая душка, например. Обеденный стол, большой диван, кресло, книга про Боготу. Можно узнать основные достопримечательности этого города, столицы Колумбии. Большая красивая лампа, картина. Из окна у нас выход на город, на здание. Находится отель в районе Усакин. Это один из самых безопасных районов Колумбии, один из самых красивых. Ну а теперь давайте пройдем в нашу спальню, посмотрим нашу комнату. Огромнейшая кровать, большое окно. Кстати, есть еще обогреватель, если вдруг будет холодно в комнате, потому что в Боготе погода меняется очень часто, от холодной до жаркой. Здесь такая своеобразная картина, которая дополняет интерьер этой комнаты. Красивые бра, часы, очень много розеток. Для нас это очень важно. Телевизор, даже видеоплеер есть, но сюда можно подключать USB и смотреть фильмы при необходимости. Дополнительно также есть колонка. Здесь тумбочка. Что еще хочу обратить внимание, так это то, что здесь огромнейшая гардеробная. Как Кирилл сказал, иногда в некоторых отелях у нас комната была какая-то гардеробная. Здесь отдельно, видите, полочки. Если вдруг станет холодно, есть еще одеяло, сейф. Во всей комнате есть колонки. Это в том случае, если вдруг захочется устроить себе кинотеатр. Давайте пройдем в ванную комнату. Полотенце нам выдали, конечно же. Ванная комната большая, она включает в себя не только тропический душ, но еще и ванную. Поэтому можно полежать, набрать себе пену и наслаждаться этим. Унитаз, конечно же. Огромное зеркало, фен, маленькое зеркало. Но это еще не все, ребята. Также у нас есть кухня.
Отдельные комнаты, видите, холодильник здесь, микроволновка. Есть мини-бар за дополнительную плату. Много полочек, ложки, вилки. То есть самим даже можно здесь готовить, кушать. Есть плитка газовая. Это для того, чтобы посуду мыть. Вот еще одна отдельная такая комната. Здорово, что в отеле есть завтрак в формате шведского стола. Это очень удобно. Ты можешь выбирать, подходить. Не надо ожидать, когда тебе принесут все. Я даже соскучилась по такому формату. Соскучились мы по шведскому столу, поэтому этот завтрак нам очень нравится, потому что можно самим выбрать любые фрукты, любые закуски, какие-то булочки, сыры, колбасы. В общем, очень большой выбор. Да. Ну и вообще классный завтрак. Все, едем теперь смотреть интересные места. Друзья, мы уже в центре Боготы, в центре столицы Колумбии. Погода немного испортилась, поэтому сейчас вначале зайдем в музей, самый популярный музей в столице, музей золота. Он занимает первую строчку TripAdvisor, чем заняться в Боготе. Я, конечно, не очень уверен, что там будет интересно, но давайте все же заглянем. Кстати, большая очередь на вход. А знаете почему? Потому что сегодня воскресенье, а по воскресеньям вход в музей бесплатный. А так стоит всего лишь $1. Мы уже внутри музея. При входе проверяют вакцину, после чего вы проходите, вам дают бесплатно билеты, потому что сегодня, как я уже говорил, воскресенье. Ну вот сэкономили пару $. Вообще в этом музее 4 этажа экспозиций. Тут, в принципе, сразу это все дело и обозначено. Основная экспозиция будет посвящена каким-то золотым различным изделиям, которые достали из озера Гуатавита, которое находится не так далеко здесь. Вот, ну давайте пройдем, все посмотрим. Пока вывод только один, что лучше сюда приходить в будний день, когда людей меньше, потому что хоть вход и бесплатный, но очень много людей. Иногда тяжело подойти к экспонатам, что-то посмотреть, такая очередь приходится отстоять. Поэтому лучше в будний день. Погуляли мы около часа по этому музею, переждали дождь. Сейчас уже вышли и хотим посмотреть на еще один музей. Либо, если наладится погода, уже погулять по площади. Сейчас, правда, время уже послеобеденное, поэтому скоро начнет темнеть. Но, надеюсь, мы что-то интересное еще увидим. Сейчас проходим небольшой блошиный рынок. Здесь можно приобрести различные сувенирчики ручной работы. Также играют музыканты. Такая атмосфера непринужденная. Вот видите, картины интересные. Друзья, подошли мы к еще одному музею, в который хотели попасть.
музей Фернандо Ботера. Это музей известнейшего колумбийского художника-скульптора. Но сегодня он почему-то закрыт. Хотя должен был работать каждый день. Да, написано, даже в праздники работает, но сегодня почему-то... Да, очень странно. И вход сюда тоже бесплатный. Но не потому что воскресенье, а сюда вход бесплатный в любой день. Но, видимо, какой-то праздник сегодня, и вход закрыт. Очень жаль. Интересный скульптор, художник. Хотелось бы поближе познакомиться с его творчеством. Но, видимо, не в этот раз. Исторический райончик, по которому мы сейчас гуляем, называется Канделярия. Здесь даже проходит красный трамвайчик. Ну как трамвайчик, он стилизован под трамвай, но вообще это такой автобус, который проводит экскурсию. Мы сейчас думали на него тоже сесть, но решили все-таки прогуляться, потому что экскурсия длится около часа, а где-то через полчаса будет интересное такое зрелище. Будет смена караула возле президентского дворца, который проходит раз в день. Не хотелось бы ее пропустить. Поэтому сейчас идем в сторону президентского дворца. Вот такие вот ламы для фото. Также дети могут покататься, но мы, конечно, такое не любим, когда не в естественной среде. Выходим уже на главную площадь. Очень много людей. Все гуляют. Возможно, какой-то праздник сегодня, помимо того, что воскресенье, естественно, возможно, какой-то еще праздник здесь проходит. Скопление людей просто нереальное. Огромное количество торговцев. Торговцы на вот таких вот своих палаточках передвижных предлагают и манго, и какие-то напитки. Решила взять торт за 2000 песо. Обожаю эту сладость. Ну, неплохо, неплохо. Как вы заметили, даже такая мрачная погода, как сейчас, туманная, после дождя, не мешает людям веселиться, радоваться жизни. Вот такая здесь красивая огромная площадь, ну а мы спешим дальше к президентскому дворцу. Сейчас почему-то, опять-таки, перекрыт проход к Королевскому дворцу. Вот мы у охраны, там вот ребята стоят с оружием, спросили, что к чему. Они сказали, что только в 3 Смена часа. караула в 3 часа и только по воскресеньям. Да, хотя раньше это было каждый день и в 5 часов. Ну, очень странно. Может, это изменилось в связи с пандемией? Интересно вообще, почему перекрывают сейчас дворец. То есть со всех сторон мы видим вот таких вот в камуфляже вооруженных молодых людей. Возможно, потому что очень много людей, и они боятся различных забастовок, потому что центр, в Богате именно, он такой немного опасный. Самый безопасный район — это вот типа Усакин, в котором мы сейчас проживаем в отеле. Гуляем по красивой старинной улочке, бирюзовые окна, дома. Молодежь тоже гуляет. Время уже близко к 6 вечера. Мы потихоньку направляемся в ресторан, в котором мы сегодня будем ужинать. Смотрите, какую красоту нам принесли. Вообще мы сказали 2 блюда. Это закуски, но посмотрите, огромнейшая тарелка. Это закуски из Перу. Кальмары в кляре, севиче, а вот, к сожалению, не запомнила, нужно пробовать. Знаешь, что сверху паштет из тунца. Давайте, друзья, пробовать. Ну, во-первых, это картошка, а тунец это вот сверху. Ну, похоже на консервированную, но очень нежную. Давайте перейдем дальше. Здесь мидии, кальмары, креветки. Севиче – это традиционное такое блюдо из Южной Америки. Нам принесли напиточки, манго и лесные ягоды, по всей видимости. Ну да, какая-то чича морала. То есть это тоже национальные перуанские такие напитки. Давайте пока в сторону.
Севиче мы уже неоднократно пробовали. Это холодная закуска. Обычно бывает с креветками, но тут и кальмары, и мидии, и еще что-то есть. Что это такое? Ну-ка. Рыба сырая. Говорят, что перуанская самая Да? вкусная севиче. Да, это правда рыба, то есть замаринованная, знаете, такое сашими получается, как будто японская. Да, вот это севиче очень вкусное, правда. Ну и кальмары. Давайте макнем соус. Попробуй пикантный. Разные попробуем. Но я думаю, кальмарами нас не удивить. Я бы сказал, панировки многовато немножечко. Вот. То есть прям такая твердая. Это сырный соус, наверное, а это пикантный. Здесь еще немножко всяких различных овощей, фруктов, бананчики. Вот такой вот есть зверь. Юка, скорее всего. Да? Юка, но это как местная кассава. Да, и она горяченькая такая, поджаренная. Ну, похоже на мору. Мора, знаете, такой местный фрукт. Ну, возможно, в Перу тоже растет что-то подобное. Поэтому такой ягодный сок. На основное блюдо мы взяли обжаренный рис в соевом соусе с курочкой, говядиной и самгет. Смотрите, какая красота. Давайте продегустируем это блюдо. Рис и правда похож такой, знаете, на азиатский. Обжаренный с овощами в омлете. С мясом. Огромная порция. Но все очень вкусно, рассыпчато. Я думаю, на двоих здесь просто объесться можно. Я не знаю, как один человек может съесть такое ведро. Просто ведро. Но к Перу готовы полностью. Смотрите, у них куски мяса огромные. И очень вкусные. Они тоже, видимо, заранее промаринованы. Кирилл допил свой сок и решил попробовать. Да, основное блюдо мы не доели, как вы можете видеть, но это просто нереально. Огромная порция. Очень много мяса, курицы и даже креветки там есть. Но заказали напоследок такой диджестив. Нам порекомендовал заказать его владелец ресторана. Да, Он такой согласен. забавный, здесь ходит Хуан. Ну, это, в общем, для усвоения пищи очень хорошо помогает. Сложно сказать, что там. Там определенно что-то кислое, крепкий алкоголь там. Но это действительно вкусненько. Знаете, такое крепкое завершение нашего сегодняшнего дня. На этом наш вкусный перуанский ужин подходит к концу. Завтра мы улетаем в Перу. Поэтому оставайтесь с нами, следите за нашими приключениями. Теперь уже в другой стране. Если еще не подписаны на канал, не забываем подписываться. Пишите комментарии, спрашивайте, узнавайте что-то интересное. Все, друзья, до скорых встреч. Увидимся в Перу.